Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы узнаем продолжение истории об игре без вложений за 500 дней. Как вы могли догадаться, на связи Макс, игрок под ником Пас из 195-го штата. Он уже делился своим опытом игры без доната, длиною в 300 дней. А сейчас время услышать продолжение. Но чтобы вам было интереснее, посмотрите в начале первую историю длиною в 300 дней. Ссылка в описании. После прошлого видео было много вопросов и комментариев. Кто-то писал, что его развитие крайне слабое, а у кого-то наоборот возникли сомнения в его честности. Поэтому хочется начать с того, что как отличить аккаунт без вложений от аккаунта, на котором была совершена покупка. Итак, первое, на что мы обращаем внимание, это иконка пополнения с госпожой удачей в правом верхнем углу. Если на аккаунте не было совершено покупок, то даже через 500 дней этот значок будет с вами. Следующий признак – это закрытая вторая ячейка строительства. Далее, характерным отличием для старых штатов является отсутствие открытых двух героев – госпожи удачи и Рэя с питомцем Ролексом. Ну и последним заключительным и самым важным показателем является закрытая первая ячейка в инкубаторе лабораторий, где мы делаем вклад биокапсул. Надеюсь, что теперь все сомнения относительно того, что в аккаунт не вложено ни копейки, отпадут сами по себе. А теперь поговорим о том, что изменилось за эти 200 дней игры. Начнем, пожалуй, все так же со снаряжения шефа. На сегодняшний день в его распоряжении 4 фиолетовых вещи комплекта «Храбрец» и 2 фиолетового комплекта «Штурмовик». Радует в этом плане то, что событий с тактическими дизайнами в наградах стало значительно больше. Соответственно, это ускорило процесс развития Макса. Отдельно отметим толпу зараженных, которая стала занимать гораздо меньше времени. А порог по наградам за рейтинговые места был увеличен, и теперь призы получают даже те, кто не попал в первую сотню. Перейдем к плазме. Макс все же докачал штаб до 5 звезды. Но игра развивается, и как все мы знаем, теперь максимально доступным уровнем является 8 звезда. Из остальных построек до 5 звезды у него прокачаны казармы и полигон. Гараж, то есть наездников, он оставил на уровне 3 звезд, так как для дальнейшего развития ими можно пренебречь. База героев 4 звездного уровня, а военный институт прокачан до 2 звезды. Его пришлось прокачать для закрытия двухдневных событий, так как практически все исследования, доступные в нем на 1 звезде, были завершены, а тратить много плазмы в эти события не хотелось. Открытие 8 плазменного уровня внесло свои коррективы в развитие. Макс построил 5 звезду штаба на 2 недели раньше, чем планировал. Цель как никогда проста – ежедневно получать полимеризованную плазму с минимальной тратой обычной. В центре очистки он делает лишь одно очищение – полиплазмы в день за 10 обычной плазмы. Как говорит Макс, ему некуда спешить, и он считает данную трату самой рациональной. Кстати, хочу заметить, что полимеризованной плазмы у него уже хватает на то, чтобы прокачать штаб до 6 звезды. Вопрос с выбором между Т-11 и повышением уровня штаба он для себя закрыл. В приоритет поставил звезды, так как их прокачать намного легче и быстрее. Но также он не забывает о ветке с охотниками в военном институте. Он решил развивать ее по мере возможности в зависимости от трат в событиях, которые для него актуальны на текущий момент. Почему именно охотник? По его словам, он не топовый игрок, и чтобы быть конкурентоспособным, ему приходится делать акцент именно на охотниках. Они приносят больше очков в таких событиях, как ловушка, Капитолий и СВС. Топовые игроки всегда ставят в приоритет пехоту, но Макс поступает иначе. Таланты шефа у него раскинуты на охотников. Героев-охотников он также всегда качает первыми. То же самое касается и снаряжения героя. Только так ему удается занимать хорошие места. Далее хочу рассказать про обычную лабораторию. Необходимые исследования в ветках экономики и развития он уже закрыл. Военное направление на сегодняшний момент выглядит так. Многие технологии, которые дают проценты к общей статистике отрядов, исследованы на максимум. И сразу же поговорим о трате универсальных ускорителей. Макс не изменил свое мнение относительно прошлого ролика и продолжает прокачивать технологии исключительно за счет траты ускорителей исследования. А универсальные ускорители идут за счет повышения количества войск в его поселении. В данный момент в его 5-звездном штабе сидит почти 6-миллионная армия, которая позволяет ему уверенно и активно участвовать в любом событии, будь то рейд на резервуар, война штатов или ловушка.
в которую он может отправить все 7 маршей исключительно с охотниками. После изменений с наградами в ловушке это событие стало намного прибыльнее. Соответственно, и скорость прогресса увеличилась в разы. Давайте взглянем на снаряжение героя. Сейчас созданы 4 максимальные золотые вещи, 3 из них для героев-охотников. Остальные вещи фиолетового цвета с 3 звездами. За эти 200 дней он пропустил ловушку всего 2 раза, поэтому результат говорит сам за себя. Единственный нюанс, связанный со снаряжением героя, о котором хочется сказать, это то, что теперь для Макса дизайн и снаряжение героя потеряли свою ценность. Раньше он их скупал в магазине резервуара, в сделках дня и других магазинах. Теперь в приоритет вышла потребность в коже, а запасов дизайнов хватает с лихвой. Так что выводы относительно их необходимости делайте сами по мере вашего развития на данный момент. Теперь немного поговорим об уровне шефа. Макс достиг 60 уровня, и он ни разу не тратил биокапсулы для его повышения, кроме 2 покупок 5000 опыта со скидкой в 75% в сделках дня. Поэтому он все так же, как и в прошлом видео, рекомендует игрокам не тратить биокапсулы на уровень шефа. Хочется отметить, что 60 уровня он достиг ровно тогда, когда в лаборатории на военной ветке остались технологии на тот момент и еще 6 уровня. А как известно, они самые продолжительные по времени. Так что Макс очень удачно и вовремя прокачал шефа и снизил время исследований. Если он не тратил биокапсулы на уровень шефа, то куда же? Преимущественно все они уходили на поднятие уровня VIP. И на сегодня у него 10-й VIP уровень и больше половины пройдено до 11 уровня. Немного математики, вы все любите цифры. Половина 11 уровня VIP это тот же VIP 10 и стоит он 1 миллион 200 тысяч биокапсул. По его подсчетам, к 700-му дню игры он должен достичь следующего уровня и будет получать по 3 универсальных золотых фрагмента в день. В плане героев он все так же придерживается своей стратегии, о которой говорил в прошлом ролике. Только теперь ему удается прокачать всех 3 героев одного поколения до 60 уровня. А в прошлом поколении он почти прокачал охотника до 70-го, не хватило лишь одного деления. Но в будущем Макс планирует завершить данный процесс, так как событий с тратой фрагментов много, а фиолетовых героев он уже всех прокачал. Поэтому в конечном счете, возможно, он решит тратить золотые фрагменты на неактуальных героев, чтобы закрывать пороги по наградам. А теперь пару слов о медалях. На данный момент у него 14 золотых медалей 1 уровня и 4 серебряные медали 2 уровня, а в запасах хватает еще на 3 золотые. В битве за Капитолий и войне штатов Макс все так же активно участвует и в основном попадает в первые 5 позиций рейтинга. А с последними нововведениями 8-часовой битвы играть стало заметно проще. Хочется поделиться его впечатлениями о событиях МИГО и ИД. В МИГО он собрал все значимые награды, включая рамки, облики марша и штаба. Изначально он планировал бороться за топ-30, и ему это удавалось. На последней неделе первого этапа он занимал 27 место и оставалось отыграть лишь рейд на резервуар. Но по стечению обстоятельств либо невнимательности R4 галочки при выборе состава на данное событие были аннулированы, и по итогу команда была практически из одного резерва, и соответственно без данного события Макс вылетел из борьбы за облик штаба за топ-30. Но в событии ИИТ рейда на резервуар нет, и какие-либо сторонние факторы теперь ему не могут помешать. Он попробует взять данный облик штаба без вложений. На первом этапе ИИТ ему удалось попасть первые 30 позиций рейтинга. Как вы видите, Макс неплохо улучшил свою статистику. Он улучшал снаряжение шефа и героя, строил здания, в общем не стоял на месте. Теперь давайте посмотрим, какие накопления есть в его рюкзаке. В итоге за 200 дней с учетом потраченных элементов у него на сегодняшний день имеется 169 тактических дизайнов, 364 плазмы и 69 полимеризованной. Частей снаряжения героев 2476, дизайнов снаряжения 797, жетонов знака 768 и 26 золотых универсальных фрагментов. И хотелось бы показать вам его героев. Грим – подполковник 2 уровня, Лука – подполковник 4, Магнус 1, Джесс 4, Рокси 1, Тайлер 2.
Эмма и Элли – подполковник первого уровня. Марта – идентично. Все остальные герои также неплохо прокачаны для фри-то-плей игрока. Друзья мои, награды Макса получены исключительно игровым путем, так как он не участвует ни в каких конкурсах и не вкладывает деньги в игру. Лично мое мнение, я был очень приятно удивлен результатами Макса. Когда я увидел почти 6 миллионов войск, честно говоря, я был немного шокирован. Я могу с уверенностью сказать, что это очень сильный аккаунт среди фри-то-плей игроков. Друзья, если у вас возникнут вопросы к Максиму, его контакты есть в описании. Он с удовольствием подскажет вам, как добиться таких результатов. А теперь хочу поблагодарить вас за просмотр ролика и встретимся еще через 200 дней. Я думаю, будет на что посмотреть. После просмотра такого ролика хочу вам пожелать такого же терпения и нацеленности на результат. Берегите себя. Всем пока!